Раки, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер. Вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш второй прогноз на сентябрь 2023 года. Будем смотреть, что вас ожидает, какие события, как вам важно спланировать этот месяц, чтобы провести его максимально продуктивно и плодотворно. Если вам необходимо, смотрите видео по асценденту, сопоставляйте и сравнивайте, по какому из знаков с вами в большей степени резонирует информация. Вообще, чтобы понять и проанализировать, какой знак вам ближе, вам необходимо расклады, по сути, любого практика смотреть на протяжении 2-3 месяцев, чтобы вы могли сделать выводы, какой знак для вас информации дает больше и отыгрываться в вашей жизни. Ну а мы с вами приступаем. Итак, начнем. Кстати, пока выкладываю карты, напоминание, что ссылку для того, как рассчитать асцендент, я оставлю в первом закрепленном комментарии под видео. Поэтому, кому это будет актуально, обратите на это внимание. Раки, что же вам приготовит сентябрь? Общая энергия месяца, что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Какова здесь будет ситуация в целом? Давайте смотреть. Общая энергия месяца. У вас здесь ложится 7 пентаклей. Подготовительный этап, подготовительный процесс к каким-то свершениям. Сейчас объясню, что именно. Конечно же, у нас в сентябре еще идет ретроград многих планет, но основные, скажем так, Венера и Меркурий, они у нас пойдут в директном движении, то есть Венера у нас будет ретроградная до 4 сентября, а Меркурий до 15 сентября. Поэтому после 15 сентября можете планировать какие-то грандиозные свершения, новые начинания и реализацию ваших планов. Поэтому неудивительно, что большая часть месяца для вас это как подготовка к чему-то. Это, знаете, как заниматься, садить зерна, да, чтобы потом получить урожай. Но эта карта не только ожидания, она может у вас, конечно, отыграться и быть созвучной в разных сферах жизни, поэтому мы посмотрим, какие конкретно энергии она привнесет. Давайте смотреть, что же здесь по факту. 7 пентаклей, 6 пентаклей – это дождаться каких-то дивидендов или выплат. Например, вам оказали какую-то помощь, вы получили грант, получили стипендию, какие-то субсидии, дотации, выплаты. Вам вернули долг. Вы получили пассивный источник дохода или вы получаете дивиденды и выплаты по вашим вложениям. У каждого ситуация будет здесь разная, но в первую очередь это на оказание помощи, то есть кто-то вам окажет содействие в решении ваших вопросов и, конечно же, получение материальных ресурсов, что для вас как бы наиболее значимо и важно. Поэтому здесь уже карты говорят о плодотворном периоде. И если смотреть вопросы работы, 5 мечей. Аркан непростой. Почему? Потому что для кого-то он может показывать, что вы можете не работать. Даже 7 пентаклей, да, как карта ожидания. Например, вы можете быть в отпуске, вы можете быть на больничном, не дай бог, конечно. Ну и, конечно же, 5 мечей, помимо всего прочего, может нам показывать конфликтные ситуации. Даже дно колоды мы смотрим, у нас здесь ложится аркан правосудия. То есть это могут быть проверки, экзамены, верификации, аккредитации, проверка вашего уровня профессионализма, ваших знаний, ваших навыков, вашего подхода к работе с клиентами, взаимодействие с персоналом, с работодателями. То есть здесь цепочка и совокупность факторов, которые вы здесь будете смотреть. Но давайте мы оценим эту карту для каждого из вас. Почему? Потому что все мы находимся в разных социальных группах. Оцениваем ситуацию для тех, кто у нас сейчас не работает и работать не может. То есть, например, вы пенсионер, вы домохозяйка, или вы мама в декрете, или вы не работающий студент. 5 мечей, 7 мечей. Это ситуация, когда вы будете поднимать бучу, будете поднимать конфликт. Это ситуация обмана. Когда вам что-то не досчитали, не доплатили, или вы узнали, что, оказывается, на ваше имя кто-то получал какие-то ресурсы, какие-то выплаты, а вы оставались ни с чем. Или наоборот, что вас пытались обойти с какими-то выплатами. То есть кто-то хотел поиметь ваш доход. Поэтому это как вовремя эту ситуацию пресечь на корню. Конечно же, на конфликтной ноте. Без этого никак. Но дно колоды королева чаш. Это, видите, остаться спокойным и удовлетворенным. То есть, потому что это в первую очередь ваша карта для девушек, для женщин. Для мужчин это просто как бы упоение ситуации процессом, потому что вы здесь выльете все негативные эмоции. И, конечно же, вы здесь сделаете все то, чтобы вернуть ваши ресурсы.
Опять же, в качестве предостережения карты вам говорят и показывают, что в течение этого месяца вам не рекомендовано во что-либо новое инвестировать, вестись на какие-то сомнительные ситуации, когда вам звонят и говорят резко, там ваши родственники попали в беду, срочно нужно оплатить. Прежде чем вы не соберете всех нюансов и деталей ситуации, не будете уверены, что информация достоверна, никому ничего не переводите и не оплачивайте, чтобы не попасть в руки мошенников. Если мы анализируем ситуацию для тех, кто у нас является соискателем, здесь просто карты показывают, что ваши старания не увенчаются успехом. И даже не потому, что вы плохо старались. Могу сказать, что вам это будет не нужно. Вы для себя поймете и решите, что, наверное, это все-таки лучше этот месяц отдохнуть, восполнить свои силы и ресурсы, ну и как следствие, да, восстановиться, а уже, допустим, искать со следующего месяца. В этом месяце вы можете только рассылать резюме, ходить на собеседование, знаете, как набираться опыта и понимать, чего же хотят от вас работодатели на текущем этапе. Если вы у нас являетесь наемным сотрудником, пятерка мечей, тройка жезлов говорят здесь о ситуации действительно конфликта, который назревал уже давно, длительный период, но и для многих это еще желание уйти, бахнув дверью. Почему? Потому что у вас будет альтернатива. Тройка жезлов и девятка жезлов – это найти для себя работу, которая наконец-то воодушевляет, дает настроение, комфортные условия труда, хороший заработок, потому что девятка чаш – это карта счастья. Поэтому здесь уже, знаете, как высказать все, что накипело за долгий период рабочего взаимодействия и уйти на новые хлеба. Только еще раз прошу вас это делать после 15 сентября. Если же у вас свой собственный бизнес, какова здесь ситуация? По пятерке мечей здесь туз чаш. Это разрывать старые контракты, отказываться от взаимодействия с прежними деловыми партнерами, которые, возможно, вас подвели. Или полностью идет зачистка персонала, то есть старый персонал уволить, а новый набрать. Тем более, смотрите, здесь на колоду у вас ложится карта дурак. Ну а для кого-то, если вы понимаете и осознаете, что бизнес является уже убыточным, это закрытие старого и входить в новый. Поэтому так карты вам здесь показывают и говорят. Смотрим с вами финансовую сторону вопроса. По рыцарю мечей. Траты, траты, траты. К сожалению, для вас сентябрь будет сопряжен с очень большими расходами. Смотрим, по какой причине. По какой причине здесь будут эти траты. Восьмерка мечей – это вопросы экономии. Почему? Потому что одну колоду у вас здесь ложится, ну, вообще карта души или карта отшельника. У вас будут очень серьезные траты, связанные со старшим поколением. То есть финансовая помощь с вашей стороны зрелым родственникам, бабушкам, дедушкам или там родителям, которые, ну, без вас, к сожалению, как без рук. Хотите вы того или нет, но даже все ваши планы могут несколько быть порушенными, потому что вам нужно будет оказать финансовую помощь тем, кто в этом нуждается. Рыцарь мечей для вас – это резкий отток денег. Это, кстати, денежные переводы. И для вас по восьмерке мечей это вопросы экономии. То есть себя в чем-то ограничиваете и урезаете с целью, чтобы, ну, скажем так, закрыть какие-то вопросы по вашим близким людям, им помочь. И могу сказать, даже вот здесь как рекомендация, сделайте это, потому что это карта души, которая здесь ложится. Это как вопрос прохождения кармических уроков, очищения вашей кармы. Не могу сказать, что вы там взяли и откупились, но действительно это прохождение важных моментов, и эта ситуация вам сработает в плюс. Поэтому не отказывайтесь здесь в помощи, не отказывайтесь здесь в ресурсах, если вы ими обладаете. Смотрим с вами вопросы здоровья. И у вас здесь ложится рыцарь пентаклей. Стабильная ситуация, здесь все ровно, прекрасно, без изменений, и это уже хорошо. Почему? Потому что если это заболевание, оно в стадии ремиссии. Если это была болезнь, то, знаете, болезнь, которая сходит на нет, потому что по рыцарю монет ситуация ваша стабилизируется. Здесь хорошее эмоциональное, ментальное, физическое самочувствие, поэтому жаловаться вам будет не на что. Более того, вы будете всячески стремиться укрепить свое самочувствие. Для кого-то физическими упражнениями, для кого-то, помимо всего прочего, прием БАДов, соответствующих витаминов, то есть все то, что вам пропишет ваш лечащий врач. Вопросы личной жизни. Вот здесь ложится аркан император. Давайте смотреть и оценивать, о чем же он для вас здесь будет вести речь. О чем? Итак, для тех, кто у нас с вами свободен. Для тех, кто свободен. По тройке мечей могу сказать, что здесь ситуация, когда вам, ну вот у вас четко как резонирует с предыдущим знаком. Я не помню, кому я смотрела. Вот фактически одна и та же картина.
Почти одни и те же карты. Не знаю, почему так близко, так созвучно. Но у вас здесь будут идти отношения с уже не свободными людьми. Потому что по тройке мечей, во-первых, мало того, что у вас и так ситуация зараненного сердца, так помимо всего прочего будут идти несвободные люди. То есть замужний или женатый. И вы будете понимать, что, блин, человек так понравился, так вы на него залипли, но по повешенному это осознание, что перспектив здесь нет роста, здесь нет ситуации развития. Поэтому это, знаете, как не успевшись познакомиться, да, познакомившись, свели отношения на нет. Если анализировать ситуацию для тех, кто у нас в любовных треугольниках, ситуация так и останется неизменной. Вот так вы будете пребывать в этом союзе, в ситуации выбора. Но на текущем этапе вас все устраивает, и менять что-либо вы не намерены. По сути, это у нас подтверждает с вами основная карта энергии месяца, семерка монет, которая говорит, что сейчас не время перемен, по крайней мере, в личной жизни. Если анализировать ситуацию для тех, кто у нас находится в стабильных союзах, то есть вы встречаетесь, вы сожительствуете или у вас семья и брак. Император, и падает карта сила. Но здесь будет позиция показать, кто в доме хозяин, проявить свою силу. То есть это может быть вопрос морального, но не могу сказать давления, но есть такой момент. Это как отстоять свою точку зрения, навязать своему партнеру или партнерше ваше видение ситуации, надавить где-то на жалость, где-то даже, знаете, проявить игнор, потому что по четверке мечей это такая позиция: я с тобой не разговариваю, пока ты не признаешь свою там ошибку или какие-то там пробелы в своем поведении. То есть это, знаете, как желание научить уму-разуму посадить на короткий поводок. Получится ли у вас? Это однозначно да, вне зависимости от того, мужчина вы или женщина. Но это как проявить, это не вопрос силы. Услышьте меня, то есть я говорю, это не вопрос там избиения, морального или физического насилия, но ни в коем случае. Здесь даже вам дотягиваю аркан, падает императрица. Это любовь, но это вместе с тем обозначить свои позиции, кто является главой в доме. Но при этом это делать мягко, деликатно, манипулятивно. И, конечно же, вы здесь добьетесь результатов, к которым вы стремились. Более того, если вы не были там женаты или венчаны, это может быть стремление эту ситуацию изменить и узаконить свои взаимоотношения. Во всяком случае, поднимать эти вопросы, о них говорить и уже делать какие-то первые шаги в этом направлении. Рекомендация на месяц у вас ложится паж мечей. Паж мечей – это карта аналитики. Это сама по себе ситуация, выяснить, что же произошло, что стало первопричиной. И если вам придется кого-то уколоть, то четко за дело. Да? То есть, если вам нужно отстоять себя, свои позиции, съязвить, где-то, может быть, кого-то отрезать и поставить на место, то вы четко будете понимать, что это не просто так, что вам захотелось, а человек это заслужил, то есть за дело. Но в целом это карта взвешенная информация, это объективное видение, это конструктивный подход к решению ваших вопросов и ситуаций. То есть это действовать не исходя из эмоций, исходя из логики. Поэтому этим вы будете руководствоваться в течение этого периода. Посмотрим с вами неожиданность месяца. Какова будет здесь ситуация? Чего вам стоит ожидать? Женщина, коса, ключ. И дно колоды мужчина. Ну вот в первую очередь это касается вопросов личных взаимоотношений. Конфликтные ситуации, нашла коса на камень. Но тем не менее найти выход из этой сложной ситуации. Почему? Потому что все равно смотрите друг на друга. Опять же, это могут быть какие-то конфликтные ситуации по работе, но решить эту ситуацию. Это может быть острая проблемная ситуация, связанная с вашими близкими, но вы найдете выход из этого вопроса. Поэтому здесь у вас все прекрасно. Пусть так и остается, пусть и будет. И закрою я вам это соответствующими арканами. Кстати, закроем с вами императором и императрицей. Ну вы, пожалуйста, мои хорошие, по прошествии месяца дайте знать, напишите, как для вас отыгралась информация, была ли она для вас созвучной, какие перемены произошли в вашей жизни, ну и в целом поменялась ли ситуация в целом или нет. Благодарна каждому из вас за ваши лайки, ваши комментарии, за ваши донаты, ваши подписки. Если вы еще не подписались, обязательно это сделайте. Вы будете всегда в курсе всех видео, которые меняют вашу жизнь к лучшему.